Всем привет, меня зовут Константин, и это «Другая сторона». Сегодня мы посмотрим страшные видео с паранормальными явлениями, которые заставили скептиков поверить. Давайте поддержим мои старания лайками и комментариями. Это очень важно. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Новый дом. Следующее видео мужчина выложил на Reddit в попытке разобраться с тем, что было снято на камеру дверного глазка. Он недавно переехал в этот дом, и у него часто возникает жутковатое чувство. Вокруг него нет соседей, а дом стоит на холме, который окружен лесом. Давайте посмотрим видео вместе. Можно увидеть белую фигуру, которая движется. Пользователи писали о том, что это мог быть человек, однако мужчина, который выложил видео, сообщил, что вся территория огорожена и туда просто так не попасть. Тогда что же это было? Жду ваши версии в комментариях. Приложение. Следующее видео было загружено мужчиной, который начал общаться с духами через приложение и замечать паранормальное в своей жизни. Он всегда был скептиком, но после этого инцидента начал верить в то, что призраки существуют. Давайте посмотрим, что удалось заснять мужчине. Здесь есть кто-нибудь? Да, есть. Понятно. Как тебя зовут? Ты знаешь мое имя? Он запускает на телефоне приложение, которое работает с использованием искусственного интеллекта и пытается пообщаться с духами. Сначала кажется, что ничего удивительного и необычного не происходит, но посмотрим дальше. Мне немного холодно, и здесь темно. Почему у тебя выключен свет? У меня дома сейчас день. Я весь день тебе звонила, а ты меня игнорировал. Если что-то не так, скажи. Давай поговорим об этом. Это меня очень злит. Спустя несколько мгновений за спиной мужчины падает рамка, а если присмотреться, можно увидеть кого-то или что-то в дверном проеме. Мужчина также заметил, что данное приложение удалили из магазина, и его больше нельзя скачать. Он считает это странным. А вы, как думаете, возможно ли связаться с потусторонним миром через приложение? Аномалия. Следующий ролик выложил мужчина на Reddit. Он работает в Аризоне и однажды ночью увидел то, от чего его разум все еще не может прийти в себя. Он решил записать все на видео и спросить у тех, кто сталкивался с паранормальным, может ли это быть реальный призрак. Посмотрите. Аномалия появляется буквально на мгновение, а затем съемка прерывается. Был ли это призрак или всему есть разумное объяснение? Решайте сами.
Психбольница. Исследователь и любитель паранормального Ян отправляется на этот раз в психиатрическую больницу. Она была построена в 1899 году и изначально функционировала как ферма. Как только здание превратили в психиатрическую больницу, начали ходить слухи о халатном и жестоком обращении с пациентами. Судя по оценкам, около 200 пациентов скончались в этой больнице. Ходят легенды, что их души все еще заперты в этой психиатрической лечебнице, чем она и привлекает любителей паранормального. Блогеры и простые любители, которые приходили в это здание, говорили, что сталкивались с паранормальными инцидентами. Ян отправляется прямо туда, чтобы разобраться, что действительно обитает в этой лечебнице. Hello. И здесь кто-нибудь есть? Можете подать мне знак? Я хочу сделать несколько фотографий. Я вижу здесь много светящихся шаров. В этой комнате сейчас есть духи? Это то, что я вижу? Это было вон там. Там еще есть. Там еще много светящихся шаров. Где ты сейчас? Можешь показаться? Он заходит внутрь и делает несколько фотографий, на которых видны орбы. Пытаясь поговорить с духами, он сталкивается с неопознанными звуками, которые доносятся в одной из комнат. Дальше Ян предлагает духу показать себя, а через мгновение он слышит, как что-то падает в комнате. Ого! Что-то упало на пол. Что это было? Ты это бросил? Или оно просто упало? Что это? Похоже на какую-то тыкву. Откуда это взялось? Блогер считает, что тыква не могла упасть сама по себе, а дальше происходит то, что доказывает его слова. Я не знаю, что и думать. Может, это просто упало, откуда мне знать. Я пойду, а вы тут сами решайте. Чувак, да ладно. В этот раз точно бросили. Без сомнений. Ты не можешь утверждать, что это был я. Ни за что. Тыква без видимой на то причины пролетает по комнате, что не на шутку пугает Яна, но он продолжает расследование. Он идет дальше и обследует психиатрическую лечебницу, сталкиваясь с паранормальной активностью. Кто-нибудь здесь есть? Что это было, черт возьми? Черт возьми, чувак. Это был громкий удар. Там кто-то есть? Ого, дверь только что открылась. Я это только что видел. Если ты здесь, то пошуми. У лестницы он слышит громкий треск, а потом замечает, что дверь на первом этаже открывается. Однако, когда Ян спускается вниз, дверь оказывается закрыта. Наполненный смелости блогер решается открыть дверь и заходит в комнату, где когда-то жил один из пациентов. Затем он сталкивается со странными звуками и делает несколько фотографий, используя тепловизор. If you're in here, make a noise. Черт возьми, что это было. Больше никаких холодных пятен. Но я определенно что-то слышу. But I'm definitely hearing stuff in here. Ого, прямо здесь. Right there. Я чувствую Get your холодное cold spot пятно. right there.
Кто бы ни издавал эти звуки, он сидит на этом Sitting in стуле. this chair, На этом this стуле. hospital chair, Ты можешь дотронуться до моей руки? and touch my hand? Ян делает вывод, что дух находится на стуле и предлагает ему с ним контактировать. Он отмечает холод вблизи больничного кресла, который со временем исчезает. Ян идет дальше и замечает общий холл, где когда-то пациенты собирались вместе. И уже через несколько мгновений он снова сталкивается с паранормальной активностью. Кроме того, он отмечает странный запах, похожий на затхлость, а затем Ян слышит стук по столу, который он просил издать, если здесь присутствуют духи. You or however many spirits are here. Боже, это становится сильнее. Откуда это, черт возьми, берется? Это так странно. Freaking weird. Jeez. Прости, я не хотел тебя обидеть. Я не это имел в виду. Если ты сидишь за этим столом, можешь заставить одну из этих кукол двигаться. Could you make one of these pieces move? Which color are you? Красное Red или or черное? black? That smell has not gone away yet. Whoa! 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 Oh my God! Чувак, эта кукла только что сдвинулась. Slid across the freaking table! How the hell did that happen? Он просит духов сдвинуть шашки и получает еще одно подтверждение присутствия паранормальной активности в этой лечебнице. Смелый блогер идет дальше. Он оказывается в комнате, которая наполнена куклами. Раньше это была палата маленькой девочки по имени Дорис. Which doll are you gonna move? Ooh. Oh, okay, thank you. I heard that. Holy moly, which doll moved? Я даже не могу сказать. Их тут так много. Freaking many of them. Какую куклу Which ты doll did you подвинула, move, Дорис? Doris? Можешь подвинуть ее еще раз? Я не могу понять. Nervous. Их тут так много. Much energy as you need. Dude, okay, I just saw that one. That one just moved. Holy moly. I got goosebumps all over. Я только что это God, I видел. can't believe I just seen that. Эта кукла She just только что moved сдвинулась. all on her own. Thank you so much, Doris. I feel like she is staring into my soul right now. This is a beautiful doll. Is this one of your favorites? Whoa, what the f? Dude, her hair just moved. Holy moly. She just caressed her hair. Dude, I just saw that. Когда он просит духа передвинуть куклу, то замечает некий звук, но не понимает, какая именно кукла поменяла положение. Уже спустя несколько мгновений Ян снимает момент, когда одна из кукол начинает двигаться. Ян продолжает расследование и выходит в коридор, где лампочка сама по себе включается. Он замечает это не сразу и сначала думает, что мог сам включить свет. Когда блогер пересмотрел записи, он убедился в том, что свет включился без видимой на то причины. Находясь в коридоре, он слышит странные звуки, которые доносятся из одной палаты. Что это было? That. Я только что что-то услышал. Эй, Hello? кто здесь? Что за черт? The hell? У меня погас I фонарик, just went out. и я не могу I его can't get it to включить. Turn back on. What the hell? This is never. Это место буквально сводит меня с ума. Messing with me. Боже мой. Oh God. О боже. Свет только что погас. И, конечно же, мой чертов фонарик. Dude, this flashlight. Why isn't it working? Боже мой. Oh God. Слава богу. Вытащи меня отсюда. Turn these fuckers back on.
Когда он заходит туда, его фонарик вдруг гаснет, а спустя несколько мгновений свет выключается и в коридоре. Ян решает снова сделать несколько фотографий, и на одной из них что-то замечает. Я просто фотографирую. Я пойду по этим коридорам. Коридоры. Ого. Ого, ого. Ого. Yep. Да, вот There оно. it is. Лулу, кажется, я видел, как ты выглядывала из I think I своей just seen комнаты. you peering out from your room. Ты за мной наблюдала? Watching me? Whoa! Whoa! She just started by! Он решается зайти именно в ту комнату, где когда-то жила пациентка по имени Лулу, и уже спустя несколько минут замечает белую аномалию. Он выходит на территорию лечебницы и видит окно, которое решает осмотреть. Посмотри туда. Это ты, Уиллоу? Ого. Willows! Are you up there, buddy? Я только что слышал его голос. Я услышал чей-то крик оттуда сверху. Он что, только что кричал на меня через окно? Здравствуйте, если вы там наверху, не могли бы вы выглянуть в окно? Ни в коем случае, ни в коем случае. Чувак, я только что видел его там. Святое дело. Святой человек, он только что выглянул из этого долбаного окна. Боже мой, Oh my god! это было Dude, просто that was so безумие. insane. Дальше Ян слышит странный звук, будто ему кто-то крикнул сверху, а затем он снимает белую фигуру, которая на мгновение появляется по ту сторону окна. Ян решает зайти обратно в лечебницу. I'm not hearing or seeing anything though. Это его фотография? Она прямо здесь. Интересно, действительно ли он так выглядел? Все в порядке, Ной. Я позволю тебе продолжать играть или что бы ты там ни делал. Play or whatever you're doing in here. Thanks for talking though. Какого черта? Эй, 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 эй. О боже мой, о боже мой, о боже мой. Что это такое? Is that? Whatever it is, it just jingled and came rolling out of his room. Когда он выходит из палаты, то замечает, как игрушка сама по себе катится. Затем он слышит нечто похожее на удар или хлопок. Ян заходит в другую палату, где замечает нечто поистине страшное. Он предполагает, что это помещение раньше использовалось как морг. Здесь, внизу. Down here? Я собираюсь немного пофотографировать. Что это такое? That. Floating right there. Блогер делает несколько фотографий, и на одной из них, прямо у двери, замечает темную фигуру. Он выходит в коридор, решая сделать несколько фотографий там, и снова замечает темную аномалию. I was out here. Куда ты делся, Go, Крипер? creeper. Ты призрачная сущность. Shadowy entity thing. О, чувак. У меня снова получилось. Это дальше по гребаному коридору. Оно парит в воздухе. Floating in midair. Спустя некоторое время он слышит нечто похожее на гудок, который его не на шутку пугает, и убегает в другую часть здания. Ян оказывается на кухне и пытается наладить связь с бывшей пациенткой, которая, по легендам, все еще заперта здесь. Спасибо, что Thank you for показали showing себя, yourself, Дорис. Doris.
fan again. Вы что-нибудь готовите? Cooking something? Что вы What are you готовите? cooking? Whoa, whoa, whoa. Okay. Я начинаю терять самообладание. Я только что услышал, что это звучит почти как жужжание. Humming. Almost. Дорис, это были Doris, вы? is that you? There it is again. То же самое That same сияние. glow. It was just in that cooler. That walk-in cooler right there. Спустя несколько мгновений он снова замечает аномалию, что позволяет ему сделать вывод о присутствии здесь духов. She is screaming. Она кричит She is через это screaming устройство. through this device. Боже мой, это Oh my просто God, that is ужасно. terrifying. Почему ты Why are you кричишь, screaming, Ида? Ida? Что случилось? What's wrong? Я никогда раньше не слышал, чтобы женщина кричала через это устройство. Это просто ужасно. It's absolutely terrifying. Ида, что Ida, what случилось? is wrong? Я хочу вам I wanna помочь. help you. Ида, не могли бы вы мне сказать? Whoa, 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 whoa! What the, what the, what the? Oh, what the hell was that? Dude! Her phone just went crazy! Используя оборудование для общения с духами, Ян слышит женский крик и не может понять его причину. Однако пугает его совсем не это. Метла, которая находится сверху, начинает шевелиться, и блогеры это замечают. Судя по записям, именно здесь повесился один из пациентов. Ян снова выходит в длинный коридор и замечает нечто аномальное. That was on this floor. That right there. Or not that one. Right there. Это комната Джона Оливера. Я просто думаю о том, что он сказал. Потому что прямо сейчас у меня плохое предчувствие. Кто бы там ни был внизу, выходите. Come on out. Срань Господня. Черт возьми, мы почти на месте. Пошли. Они побежали туда. Close that hole. Oh my god, oh my god, oh my god. Белая фигура, кажется, быстро пробегает мимо. Блогеру становится страшно, но он собирается силами и идет дальше. Однако паранормальная активность не прекращается. We're almost there. Come on. They ran off this way. Hello? What the hell's that sound? Больничное кресло вдруг начинает двигаться, выезжая в дверной проем. Ян чуть не теряет сознание от этого инцидента. I don't even feel like myself. I nearly fucking blacked out back there. Здесь никого нет. Что, черт возьми, произошло? Just happened. Get me out! Get me out! Get out! I don't even know! Затем одна из дверей закрывается, и Ян быстро убегает из этой лечебницы. На этом расследование заканчивается. А были ли все заснятые события реальными, как всегда, решать только вам. Мистика везде, в каждом углу тени. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Контент морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Смех сквозь темноту, юмора искра. Мистический канал, истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора.
Наш телеграм на все времена. Ты найдешь истории из мрака, каждый босс путешествие наизнанку. Ты увидишь, как мистика оживает. Ты не забудь поделиться с друзьями. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм, другая сторона, где призраки играют. Мистика жива. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Комната сына. Следующее видео выложил в ТикТок мужчина по имени Джо, который столкнулся с паранормальными инцидентами в своей квартире. Он рассказывает, что в комнате их сына начали происходить странные вещи. Давайте посмотрим, что заснял Джо. Подошел к нему и заметил, что в его комнате, в комнате моего сына, там одна из моих кошек. Я слышу, как играет ее игрушка. Сейчас ты этого не слышишь, но мы всегда закрываем дверь, потому что не хотим, чтобы кошки заходили туда и пачкались, потому что они очень пушистые. Но я слышу, как играет игрушка, а раньше она не играла. И сейчас она играет. Я не знаю, почему она играет сейчас. Я ее не включал. Но даже если бы я ее включил, она бы не включилась автоматически. Нужно было бы нажать на кнопку, даже если я случайно задену клавиши. Они не включаются сами по себе. А сейчас она не играла, но включилась. И я услышал это, поэтому начал записывать. И теперь, когда я смотрю вокруг, кажется, что все разбросано. Растения опрокинуты, искусственные растения тоже. Книги на полу. Салфетки на полу. Я не знаю, что происходит. Здесь никого нет. Я один. Здесь ничего нет, ничего. Ты это видел? Я схожу с ума. Я схожу с ума. Кто-то только что прошел мимо окна. Я сейчас выйду и покажу тебе, что здесь никого нет. Эта дверь заперта. Эта дверь, на которую ты смотришь. Эта дверь заперта. Здесь ничего нет. Ничего. Только дверь в кладовку. Это тоже странно. Не думаю, что мы когда-нибудь открывали эту дверь. Она всегда была заперта. Происходят странные вещи. В комнате, которую они держат закрытой, игрушка включается сама по себе. Джо заметил, когда был в комнате, как за окном что-то промелькнуло. Он пошел проверить, но никого там не обнаружил. Однако через несколько дней, находясь не дома, Джо получил уведомление о движении в комнате своего сына и решил посмотреть запись. Он был шокирован увиденным. Поэтому сейчас у нас есть камера, чтобы мы могли видеть, что происходит. И я могу оглянуться и увидеть, что там движется. Но если присмотреться, то кресло-качалка начинает двигаться. Оно стоит в углу. В углу. Видно, что оно слегка покачивается. Слегка. Но видно, как движется тень. Оно само качается. Там никого нет. А потом салфетки слетают со стола. А потом это. Что происходит? Что случилось? Если присмотреться, видно, что кресло-качалка начинает раскачиваться, будто кто-то там сидит. Затем с комода падают салфетки и корзина для белья. Джо все еще не может понять, что обитает в их квартире, и просит помощи у своих подписчиков и всех зрителей. Так что, если у вас есть мысли, напишите их в комментариях. В
следующем ролике мужчина обнаружил нечто странное на записи с камеры наблюдения, поэтому решил выложить это видео. Посмотрим вместе. Нечто похожее на фигуру женщины можно заметить на этих кадрах. Пользователи, которые посмотрели это видео, писали о том, что это могла быть ошибка камеры при слабом освещении. А вы как думаете? НЛО. В следующем видео молодые парни, по их мнению, сняли НЛО. Давайте посмотрим. UFO in New York City, y'all. Yo, it's a UFO in New York City. Yo, look at the beam. В небе действительно появляется некий объект, освещение которого становится ярче. По поводу этого видео было много споров в сети, но я хочу узнать ваше мнение. Напишите в комментариях, что действительно засняли эти парни. Особняк. В следующем ролике мужчина по имени Конор из Великобритании отправляется в заброшенный особняк в поисках паранормального. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Hello? Is anyone there? This place is fucking horrible. What the fuck? What the fuck? The fucking lights just went out. Who's there? Внутри он сталкивается с некими аномалиями и перебоями света, но это было только начало. Он слышит шум и отправляется в комнату, откуда он исходит, но ничего не находит. Перебои света не прекращаются, но Конор решает продолжить расследование. Только самые зоркие могли заметить, что произошло дальше.
Огнетушитель, который стоял на столе, почему-то переместился в другую часть комнаты. Помимо этого, на полу появился еще один огнетушитель, а на столе можно заметить бумаги, которых до этого не было. Но сдвинулись не только предметы. Многие пользователи писали, что можно было и заметить темные фигуры, которые стоят у стойки. Дальше, когда Конор спускается по лестнице, он замечает еще одну темную фигуру, которая стоит неподвижно. Невозможно сказать наверняка, что это было, так как на этом видео обрывается. Действительно ли Конор нашел нечто паранормальное в этом старом здании? Или он просто все придумал? Можете порассуждать в комментариях. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Также в описании будут ссылки на донаты для тех, кто хочет поддержать канал финансово. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Был? Был? Готово? Да. Был? Да. Здесь? Да. Выключай! Неси Марса! Вот эта смесь, 6 ложек на 150 мл воды. Вот эта бутылочка, воду найдешь. Соска на полке, памперсы в тумбочке. Давай, удачи тебе. Разберешься. From Russia, I'm from Russia, from Russia.